Привет, друзья! С вами эксперт во всевозможных видах диктатур и личностях, которые их создают, Юлия Левицкая. И сегодня мы с вами поговорим еще об одном столпе того, на чем тираны строят свою власть. Основа основ каждого из них – пропаганда и дезинформация. Тиран является лицом нации, и то, как он представит это лицо, зависит только от него самого. Построить воздушные замки величия, заборы лжи с помощью подконтрольных СМИ, писать правильные книги, рисовать правильные картины в правильных ракурсах и, конечно же, правильно обучать детей, чтобы они с молодых ногтей знали, кто самый важный и великий. Портрет Путина висит в каждом кабинете российского чиновника. Большой брат всегда на страже. На пропаганду выделяют огромные деньги. Вся государственная машина подчинена тому, чтобы создавать для диктатора теплую ванну. Чем больше они врут Путину, тем больше он оторван от реальности. Впрочем, как и его народ. Знаете, у нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала. Корова, кобыла, неважно. Животное, короче, какое-то. Немножечко иная обстановка в союзном государстве. В Беларуси пропагандисты врут топорно, в лоб и совершенно по-колхозному, как и их любимый и обожаемый батька. Впрочем, народ верит, ведь Лукашенко обожает проводить совещания по поводу истребления долгоносика и теребления льна долгунца, а также устроить разок-другой показательную порку какому-нибудь маломальскому чиновнику. Совещание – это обязательно напряжение такое, с кем-то ты там кого-то ругаешь, вы смотрите, там президент кулаком где-то стукнул по столу. Ну, как есть. Итак, давайте рассмотрим наш топ-тройку буратин, которых пропаганда, популизм и дезинформация выдавала за великих государственных мужей. Итак, третье место. И тут восседает аргентинский диктатор Хуан Перон. Умный, харизматичный военный, жена красавица-актриса, а все равно диктатор. Перон, который был президентом Аргентины 11 лет, создал собственную популистскую идеологию перонизма. Это такая лайт-версия фашизма, культ всего национального с классическим ограничением гражданских прав и свобод. Перон пришел к власти вследствие военного переворота. Начинал как министр труда и уже тогда сильно задружился с профсоюзами. То на завод съездит, то на забастовку, то к крестьянам на поле примкнет. И наобещает, конечно же, с 3 короба. Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar. Звездой режима была жена Перона Эвита Дуарте. Она получила собственную программу на радио, где, конечно же, прославляла деятельность мужа. Она настолько талантливо это делала, что стала получать рекордную зарплату. О такой в стране никто и не мог мечтать. Que será el fruto más grande que yo podré recibir, la sonrisa de las mujeres descansadas. Вдохновлялся Перон своим итальянским знакомым Муссолини, которому в популизме равных не было. Перон очень хотел построить великую Аргентину, но не для себя, конечно, а для народа. El presidente de la República, general Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del Plan Quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. Este plan se cumplirá en el 100%, dice el presidente. Si no nos alcanza el día, trabajaremos de noche. Потом диктатор почистил от неугодных профсоюзы и заменил практически всех рабочих лидеров, которые помогли ему прийти к власти. Ну, чтобы лишнего не болтали и имидж не портили. Подконтрольные профсоюзы и трудяги-безрубашечники стали опорой диктатуры.
Перрон им обещал наказание проклятым буржуям и раздать награбленное богатеями. При этом в стране процветала коррупция. На доходных должностях были родственники жены, а сама она купалась в роскоши и дизайнерской одежде, а также украшениях за сотни тысяч долларов. Podemos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. О промывании мозгов заботились с детства. В школах преподавали гражданскую культуру, где рассказывали, как надо родину любить и достижениях правительства Перрона. Книга «Причина моей жизни» Эвиты Перрон была обязательной в начальной и средней школе. И, конечно же, нужно было закрыть рот неугодным СМИ. Оппозиционным не давать спуску, лояльным дать денег, чтобы все соответствовали государственно-семейной политической структуре. День независимости Аргентины. Президент Хуан Перрон приветствует жителей Буэнос-Айреса. Его свергли в 1955-м военные, которые заступились за церковь. Перрон хотел, чтобы и там проповедовали его перронизм. Но о нем скоро почти совсем забыли. Зато на долгие десятилетия запомнили его жену Эвиту. Ее даже хотели канонизировать. Ante la estoica firmeza del general Perón, que a 16 días de su noche más triste encabeza el cortejo, como si avanzara ya hacia el encuentro de los ideales de Evita para cumplirlos como el deber de un soldado. Итак, чуть выше, на втором месте, югославский диктатор Иосип Броз Тито. По моему мнению, он немного обошел Перрона в способах запудривать мозги своему народу. Броз Тито в детстве мечтал стать портным. На большее седьмой ребенок из небогатой семьи мог и не рассчитывать. Но все сложилось иначе. Тито сильно нравился коммунизм. Он даже был на партийных должностях в Москве. Потом, правда, со Сталиным разругался, хотел большей самостоятельности. Бывшему простому лидеру югославских партизан власть вскружила голову, и он сполна ею насладился. Radnog naroda Jugoslavije, da će sve dužnosti predsjednika Republike izvršavati predano i verno. Он убедил весь мир, что его страна хоть и коммунистическая, но очень прогрессивная. Частное предпринимательство разрешено, свобода вероисповедания разрешена, демократия нет. Только титоизм, коммунистическая идеология Югославии, заточенная под личность диктатора. Ja bih hteo drugovi i drugarice. Он, в отличие от советских коллег, не закрывал свою страну для иностранцев, но все так же был далек от народа, как и советские вожди. Носил дорогие итальянские костюмы, коллекционировал автомобили, путешествовал в личном поезде на собственной яхте, принимал гостей на роскошной вилле. В Югославии при этом росла безработица, а ВВП постепенно падал все ниже. More krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Но кому нужен тот ВВП, если в гости к Тито приезжают не только мировые лидеры, но и кинозвезды? Диктатор мечтал снимать, как в Голливуде, но при этом с уклоном на идеи китаизма. Частыми гостями Тита были звезды кино Ричард Бёртон, Софи Лорен, Джина Лоллабриджида. Он очень любил украшать себя красивыми женщинами для статусности. В СМИ была
было категорически запрещено негативно отзываться о политической системе и пожизненном президенте. А за политический анекдот могли посадить. Людей убеждали, что у других социалистических стран беда. А Тита, конечно, хоть и коммунист, но совсем другой. Kad se ja vratim u Jugoslaviju, to što sam vidio da sam svugdje gdje sam god bio naišao na nedjeljive simpatije engleskog naroda prema meni, a to znači prema narodu. Вот, к примеру, пропаганда всегда подчеркивала: в СССР тотальный дефицит, а в Югославии нет такого. И да, было все. Просто товары на прилавках были слишком дороги для простых людей. После 35 лет правления Тита сильно заболел и умер. Последующие 10 лет страна отмечала минутой молчания дату его смерти. Друзья, как вы думаете, кто из наших героев-диктаторов больший пропагандист? А может, у вас есть свои варианты ответа на этот вопрос, отличные от наших? Пишите мне в комментариях и не забудьте о лайках. Ну и, наконец, наше первое место. Я определила сюда самого большого, по моему мнению, мастера манипуляций, популизма и вранья. Наш топ возглавляет итальянский диктатор Муссолини. Будущий Дуччи родился в семье учительницы и кузнеца. В детстве основатель фашизма подцепил от отца социалистические идеи. В школе отличался редким умом и сообразительностью. Рано научился читать и любил толкать речи перед друзьями. Правда, драться тоже любил. И однажды даже пырнул ножом одноклассника. Скандал еле удалось замять. Потом он поступил в гимназию и пристрастился к журналистике. Уже тогда понял, кто владеет информацией, тот владеет миром. Потом последовало разочарование в социализме, создание фашизма и захват власти. А так как большинство населения было аполитично, Муссолини легко нашел толпы сторонников. Одну за другой стали проводить кампании. То болото осушат, то призовут золото к государству собирать. Причем Дуччи стоял и копал по пояс в грязи, а его жена демонстративно сдала обручальное кольцо. Так зарождался популизм. Сторонники к фашистам валили пачками. Муссолини распустил все молодежные организации. На смену им пришла Балила. Там с 6 лет воспитывали фашистов завтрашнего дня в духе военного патриотизма. Учили, как правильно родину любить. Для контроля над СМИ Муссолини создал высокую комиссию по печати. Одаренный пропагандист отлично понимал связь между политической властью и образами. Цензура была признана нормой. Все оппозиционное и иностранное в прессе было строго запрещено. Комиссия контролировала газеты, радио, театры, книги и кино. Институт света создавал и распространял кинопропаганду. Это были не фильмы, а новости, демонстрирующие достижения правительства Муссолини. И даже Пиноккио носил символ режима – черную рубашку, салютовал и боролся с коммунистами, буржуями и эфиопами. Как и всякий уважающий себя диктатор, Муссолини периодически поигрывал величием с соседями. То в Албанию вторгнется, то Эфиопию завоюет, то
возмечтает восстановить Великую Римскую империю. Итальянцы хоть Дуччи и любили и в пропаганду верили, но как только запахло большими жертвами во время Второй мировой, воевать за идеи вождя шли неохотно. И как только немецкие войска друга и союзника Гитлера были разгромлены, богоподобного Дуччи схватили и казнили итальянские партизаны за 2 дня до смерти фюрера Гитлера. An immense crowd in Milan jams the public square where the bodies of Mussolini. Так или иначе, всех наших персонажей объединяет одно – они не контролировали людей, они контролировали умы. За искусной картинкой СМИ, которые славили диктаторов направо и налево, заставляли сомневаться, путали и подменяли факты, стояло одно – мнимая реальность, которой никогда не было, которая рано или поздно должна была рухнуть и погубить под своими обломками ее создателей. Ну и в конце, по традиции нашего проекта, хочу предложить вам ответить на вопрос, как называется фильм об одном из героев нашего выпуска, который отправили в качестве претендента от страны на 46-ю кинопремию «Оскар». Победитель получит в подарок чашку, из которой можно испить слезы диктаторов. Ну и вообще все, что вам захочется, конечно же. Пишите мне в комментариях ответ. Жду на протяжении 7 дней после выхода выпуска. Среди всех правильных ответов, если таких будет несколько, мы выберем победителя с помощью генератора случайных чисел. Ну а правильный ответ на вопрос прошлого выпуска – Энвер Ходжа. Именно этот диктатор запретил в стране все религии и провозгласил Албанию первой в мире страной без религии. Мы уже связываемся с победителем, чтобы оговорить детали получения подарка. У меня все. Благодарю за внимание и помните, диктаторы тоже плачут.